Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня у нас с вами снова национальная кухня. И будем готовить мы с вами известные во всем мире турецкие вкусные мясные лепешки лахмаджун по классическому рецепту. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Сразу готовим тесто, просеиваем муку. Я отвесила 1 килограмм 100 грамм. На это количество муки получается тесто на 10 лепешек лахмаджун. Просеиваем обязательно муку. У меня белая пшеничная мука высшего сорта. Обычно использую сильную муку, такую как макфа. Содержание белка 12-13, от 10. Беру такую муку, сильную. Почему муку обязательно просеиваю? Потому что мука имеет свойство слеживаться. И вот когда мы ее вот так пропускаем через сито, изделия получаются изумительные. Вот так по краю высыпаем 1 столовую ложку соли. У меня морская. Делаю углубление. В это тесто сахар добавлять не нужно. Мы добавляем 600 мл воды теплой. У меня где-то 30 градусов вода. Если у вас свежие прессованные дрожжи, то нужно добавить 20 грамм. Если у вас сухие дрожжи, как у меня, то 7-8 грамм. А также сюда добавляем 50 мл оливкового масла. И сейчас все смешиваем хорошенько. Минут 5-7 будем вымешивать тесто. Тесто у нас должно получиться мягкое, не забитое мукой, но при всем при том оно должно держать форму. Такое тесто великолепно подходит и на пиццу. Мука может отличаться, поэтому если вдруг у вас тесто получилось слишком тугое, конечно же будем добавлять воды. Очищаем лопатку и уже начинаю месить рукой. Так рукой я лучше чувствую тесто, и тесто мне начинает говорить, достаточно у меня влаги или нет. Мы сейчас так вымесим тесто, что посуда у нас будет чистая. И сейчас выкладываем на стол и будем хорошенечко минут 5-7 вымешивать. Буквально вот так немножко взбрызнули водой. Вы будете чувствовать, какое должно быть тесто. Это, конечно же, я здесь готовлю на целую компанию. Если вы готовите для себя, вас мало дома, на тех, на кого вы рассчитываете, конечно же, уменьшайте порцию вдвое. Если вдруг вы передумали много делать, много готовить, вы можете такое тесто оставить и в морозильной камере, и в холодильнике до 3-4 дней. И можете из него и хлеб приготовить, и пиццу. У турков есть такое понятие, чтобы тесто было как мочка уха, такое нежное. Подкатываем шар. Вот такое оно, посмотрите. Очень хорошо держит форму и при всем при том не жесткое. Больше муки добавлять ни в коем случае нельзя. И в глубокую емкость немного растительного масла. Вот так лицевую часть теста, чтобы оно сохраняло влагу. Накрываем пленкой, либо крышкой и дадим расстояться тесту 1 час в теплом месте. Посмотрите на наше тесто, какое оно изумительное. У меня получилось 12 кусочков по 148 грамм. И сейчас каждый кусочек скатываем в шар и устанавливаем на тарелочку. Шарики еще будут растаиваться. Вот такой шарик получается. Выкладываю на отдельную тарелку, либо на блюдо.
Обязательно накрываем либо пленкой, либо полотенцем. И дадим 10 минут отдохнуть под пленкой. Пока у нас тесто растаивается, мы подготовим начинку. 2 перца красных, сладких, и 2 перца такие средней остроты. Они не такие острые, как чили. Обязательно от семян освобождаю. А также 2 небольшие головки лука, 1 большой помидор. Уже шкурку я сняла. Можем пропускать все через мясорубку, а мы будем пропускать через измельчитель. Если у вас вот сердцевинка такая деревянная, жесткая, то лучше ее удалить. Помидоры сейчас не очень сладкие, поэтому мы в начинку немножко будем добавлять сахар. Это такой секрет от турецких поваров. Произвольно нарезаем лук. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. И также произвольно нарезаем перчики. Непременное условие: перцы должны быть красного и зеленого цвета. Тогда масса получается очень аппетитная. И сейчас все помещаем в измельчитель. Будем измельчать мелко. Вот посмотрите, это недостаточно. Нужно еще измельчать. Очень много сока выделяется. Сок никуда не деваем. Отжимать овощи абсолютно не нужно. Добавляем еще и еще мельче измельчаем. Вот такая масса у нас получилась. Добавляем к мясу. У меня здесь 800 грамм полужирного фарша, он практически постный. Сюда же добавляем все, что мы измельчили. 2 чайные ложки томатной пасты, либо 1 столовую ложку. Сюда же добавляю 2 зубчика натертых чеснока, где-то 1 чайную ложку кумина. Добавляю 1 столовую ложку сахара. Это как раз секрет от турецких поваров. Во-первых, сейчас помидоры не очень сладкие, и сахар, он нейтрализует вкус чеснока и лука. Поэтому очень важно. И даст очень хороший цвет и вкус. 1 столовую ложку красной паприки. Совсем чуть-чуть чили. У меня 2 килограмма массы получается. И поэтому я добавляю сейчас 20 грамм соли. Соль морская. Вот ровно 20 грамм. Нам понадобится свежая петрушка. Пенечки мы отрезаем и как можно мелко нарезаем. Чтобы зелень лучше нарезалась, немножко добавим соли морской и порубим. Вот так у нас получилось, очень мелко. Буквально немного я отложу, чтобы посыпать готовый лахмаджун. Остальное отправляем к начинке. Я установила на весы. И сейчас нам нужно 50 мл добавить оливкового масла. Готово. И сейчас все смешиваем. У нас должна получиться пастообразная масса. Если она у вас получается слишком густая, то нужно добавить ледяной воды. Тогда ледяная вода во взаимодействии с оливковым маслом, и у вас масса будет немного такая тягучая. Вы даже не представляете, как ароматно сейчас пахнет эта масса. Какая она аппетитная. Уже и кумин звучит, и чесночок. Вот посмотрите, какая у нас масса воздушная просто. Очень нежная. Масса в меру влажная, очень легкая. Посмотрите, какая она красивая. Размазываться она будет очень хорошо по поверхности теста. И вот сейчас, чтобы наши все специи переженились между собой, отдали максимально вкус, мы сейчас, пока тесто растаивается, накрываем крышкой либо пленкой и отправляем в холодильник на 1 час. У нас все готово.
И сейчас будем раскатывать лахмаджун. Подпыляем поверхность мукой. Духовку сразу включаем на 500 градусов по Фаренгейту, либо 250 по Цельсию. И раскатываем. Хотите, можете овальной формы, можете круглой, как вам нравится. Нужно, чтобы везде толщина была одинаковая. И раскатываем потоньше. Лахмаджун можно раскатывать обычной пирожковой скалкой. Не обязательно вам искать вот такую тонкую скалку. Вот такая толщина должна быть. Тоненько должно быть. Посмотрите, какая красота. Излишнюю муку обязательно убираем. Она нам не нужна. Немножко подпыляю поверхность мукой. У меня вот такая специальная доска. Переносим вот таким образом. Все легко и просто. Если у вас такой доски нет, вы можете обычной разделочной доской. Начинка наша тоже готова. И сейчас выкладываем и распределяем. Я распределять буду рукой. Немножко от краев оставляем. Тоненьким слоем. Нам абсолютно не нужно толстым слоем. На один лахмаджун где-то уходит 150 грамм начинки. При высокой температуре они выпекаются очень быстро, где-то минут 5-7. Вот так, чтобы залысин не было у нас. Турецкие повара, конечно, профессионалы, у них очень красиво получается. На улице смотреть просто одно заглядение, как турки готовят лахмаджун. Вот посмотрите. И вы можете дома у себя приготовить вот эту вкуснятину на ужин, на обед, на завтрак, как вам нравится. Вот так отправляем в хорошо разогретую духовку. Выпекать будем 5-7 минут. Обязательно смотрим низ. Отправляем. Либо в домашних условиях вы можете сразу формировать на пергаменте и на противне. Вот таким образом выкладываем. Все, идем выпекать. И теперь только успеваем. Обязательно, чтобы у нас в центре и на перифериях была одинаковая толщина. Слишком тонко тоже совсем раскатывать не нужно. Перекладываем на доску. Распределяем. Жидкости очень много выделяется, поэтому начинку нужно обязательно мешать. Очень много мяса не должно быть. Слегка, тогда они получаются очень хрустящие и необычайно вкусные. Итак, дорогие друзья, очень сытные, вкусные лепешки лахмаджун готовы. Нежная кислинка лимона и помидора как нельзя кстати. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам очень признательна за обратную связь. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что впереди нас с вами ждет еще очень много вкусного и интересного. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.